Приветствую вас на канале Книги, Истории, Факты. В этом видео я хочу рассказать 10 жутких тайн мира, которые не разгаданы до сих пор. Прошу поставить лайк сейчас до просмотра видео, это очень важно для нас. Вы всегда сможете его убрать, если видео вам не понравится. Начнем. 1. Объект 3i Atlas. Межзвездный объект 3i Atlas, направляющийся ко внутренним планетам Солнечной системы, был обнаружен в начале июля 2025 года в районе орбиты Юпитера. В октябре 2025 года объект 3i Atlas достигнет орбиты Марса. По внешнему виду это третий межзвездный путешественник, обнаруженный человечеством после Оumuamua в 2017 году и кометы Борисова в 2019 году. Теперь новое исследование, подписанное всегда вызывающим споры астрофизиком из Гарварда Ави Лебом, в сотрудничестве с Адамом Хиббердом и Адамом Кроулом из Лондонской инициативы по межзвездным исследованиям, предполагает нечто тревожное. 3i Atlas будет не камнем, блуждающим в космосе, а инопланетной технологией. И что еще хуже, он может быть нацелен на нас в ноябре. Гипотеза звучит как научная фантастика, но она подкреплена данными, столь же убедительными, сколь избивающими с толку. 3i Atlas движется намного быстрее, чем его предшественники, и его угол входа в Солнечную систему совершенно аномален. Его курс, похоже, был тщательно спланирован, а не следовал хаотичной или естественной траектории. По мнению трио исследователей, такое наклонное приближение имело бы несколько преимуществ для внеземного разума. Среди них меньшая видимость на входе и стратегическая позиция для атаки или наблюдения. Леб, известный тем, что видит инопланетные корабли там, где другие видят астероиды, не исключает, что этот объект является исследовательским зондом или даже того хуже, посланным технологически развитой цивилизацией, которая уже знает о нашем существовании. В недавней записи в его блоге под прямым названием «Является ли межзвездный объект 3i Atlas инопланетной технологией?», он утверждает, что мы можем столкнуться с исполнением тревожного предсказания темного леса. Теория темного леса, разработанная китайским писателем Лю Цисинем в его трилогии «Проблема трех тел», создает пугающую вселенную. Каждая цивилизация подобна охотнику, прячущемуся среди деревьев, держа палец на спусковом крючке, зная, что любой испускаемый сигнал может привлечь невидимых хищников. В этом контексте молчание – это выживание. И любая инициатива по установлению контакта может рассматриваться как угроза. Что если 3i Atlas – это не межзвездное посольство, а предупреждение? Что если его прибытие является ответом на многочисленные сигналы, которые мы посылали в космос на протяжении десятилетий, от пластин зондов Voyager до радиосообщений с Аресиба? Может быть, мы слишком громко разговаривали в лесу, который не щадит тех, кто шумит. Параллель с Оumuamua неизбежна. Этот объект также демонстрировал необъяснимые характеристики, негравитационное ускорение, необычную форму и траекторию, которая казалась рассчитанной. Теперь, когда 3i Atlas повторяет такое поведение, эту закономерность становится трудно игнорировать. Статья, опубликованная Лебом и его коллегами, не гарантирует, что это враждебный корабль, но и не исключает этого. Предложение есть, что вызывает сомнения. То же самое и с предполагаемой датой возможной, так сказать, атаки – ноябрь 2025 года. Хотя механизм не указан, идея зонда, способного излучать разрушительный сигнал, выпускать наноботов или просто отслеживать стратегические слабые места, уже присутствует в научных дискуссиях, хотя и на периферии. Беспокоит не только теория, но и растущий консенсус среди некоторых ученых в отношении того, что мы не можем продолжать игнорировать возможность существования разума во Вселенной. И что не все разумные существа дружелюбны. Что нам теперь делать? Молчать? Спрятаться? Или продолжать подавать технологические сигналы тревоги во Вселенную, как будто ничего не происходит? В случае, если 3i Atlas действительно является нечеловеческим артефактом,
Само его присутствие поставит под сомнение все наши предположения о Вселенной, безопасности планет и месте человечества в космическом масштабе. 2. История проклятого карточного стола, на счету которого 17 жизней и сломанные судьбы. Истории о проклятых предметах пугают и завораживают своей необъяснимостью. Если им верить, то смерть приносит картины, зеркала и даже мебель. Один из таких предметов, старинный стол, хранится в кафе The Delta Saloon в Вирджиния-Сити, штат Невада. Считается, что он убил 17 человек и принес горе множеству людей, которые сидели за ним. Проклятый стол огражден и закрыт музейным стеклом. Эти меры предосторожности приняты не из-за страха владельцев, что антиквариат могут повредить. Считается, что даже прикосновение к его столешнице пробуждает проклятие, способное убить человека. Точная дата изготовления этого стола неизвестна, но эксперты датируют его примерно 1850-1855 годом. Изначально этот предмет обстановки стоял в казино «Фаро», где за ним собирались картежники. Стол с самого начала считался несчастливым. Почти каждый, кто рискнул сделать за ним ставки, проигрывал. Многие посетители казино спускали за ним последние и оставались нищими. Неудивительно, что вскоре неприятную особенность стола заметили и его стали избегать. Поэтому владельцы игорного заведения были вынуждены его продать. В 1860 году его купил человек, называвший себя «Черный Джек». Он привез стол к себе домой и начал устраивать за ним карточные баталии с друзьями. План был очень хитрый, ведь новый владелец думал, что несчастливый стол заставит гостей проигрывать и обогатит его, но оказалось, что проклятый стол не признает хозяев. Примерно спустя год Черный Джек проигрался за ним одному из гостей до нитки. Утром мужчину нашли за столом мертвым, он ушел из жизни. По иронии судьбы, владелец проиграл в покер, в том числе и стол. Вскоре победитель, которого звали Дэвид Липс, явился за ним и перевез мебель в свой особняк. Вскоре с Липсом и его семьей начали происходить необъяснимые вещи. В доме начались ссоры, а финансовое положение главы семейства сильно пошатнулось. Закончилось все тем, что в один из дней 1863 года все семейство Липсов из 5 человек обнаружили мертвыми. Они сидели на стульях вокруг адского стола, и, судя по всему, смерть застала их за обедом. Эксперты выяснили, что всех их убил цианид, но как яд попал в их пищу, так и осталось загадкой. Следующий владелец стола приобрел его на распродаже мебели. Он, так же как и Черный Джек, использовал его в качестве покерного. Неудивительно, что он вскоре разорился, а затем умер. К сожалению, история не сохранила причину его смерти. К следующему владельцу стол попал в 1871 году. Это был хозяин The Delta Saloon, где он стоит по сей день. Трактирщик поставил его в углу главного зала и разрешил играть за ним в карты и кости. Первое несчастье не заставило себя долго ждать. Посетитель по имени Чарли Стоктон проиграл за один вечер $70 тысяч, после чего достал револьвер и выстрелил себе в сердце. Пуля не убила беднягу, и его доставили в больницу. Но врачи не смогли помочь раненому, и, промучившись несколько дней, Стоктон таки умер. Почему-то никто не придал этому значения, и за следующие несколько лет стол лишил жизни еще нескольких человек. Когда хозяин заведения наконец заметил нехорошую закономерность, он отнес проклятый стол в подвал. Он накрыл его мешковиной и строго-настрого запретил домочадцам и персоналу салуна к нему приближаться. В подвале стол простоял около 70 лет. Извлекли его на свет только в 1989 году. Потомки первого владельца заведения продали The Delta Saloon некоему Джорджу Грайсу, забыв предупредить про опасность, таящуюся в подвале. В один из далеко не чудесных дней Грайс нашел красивый старинный стол и вернул его в зал салуна. Целый год беды обходили посетителей заведения, но потом снова случилось страшное.
Один из посетителей, Скотт Джонсон, предложил Джорджу Грайсу сыграть в картишки на «Золотое кольцо». Игроки разгорячились и просидели за столом всю ночь, делая ставки. Утром выяснилось, что Грайс проиграл не только салун, но и свой дом, и даже конюшню с лошадьми. Не видя смысла в дальнейшей жизни, бывший бизнесмен и новоиспеченный бродяга вышел на крыльцо и произвел выстрел. После этого случая мебель перестали использовать и оградили от контакта с посетителями. Всего за 1,5 столетия стол убил 17 человек. Большинство из них наложили на себя руки от отчаяния, лишь смерти липсов оставались загадкой. Проклятый стол как магнит притягивает любителей паранормального и журналистов. В ходе нескольких расследований выяснилось, что его мистическая сила губит не всех. Совершенно очевидно, что если кто-то за столом проигрывал, то кто-то и уходил с выигрышем. Значит, в истории этого предмета не все так однозначно. Стол представлял наибольшую опасность своему владельцу. Все, кто когда-либо садились за него играть, утверждали, что испытывали неприятные ощущения. Им казалось, что за столом заправляет некий невидимый игрок, помогающий одним и мешающий другим. Сейчас проклятый стол – важный для хозяев The Delta Saloon предмет. Чтобы посмотреть на него, люди приезжают из разных уголков США. Заглядывают в салун и жадные до мистики иностранцы. Возможно, когда-нибудь хозяева стола догадаются докупить еще и знаменитый стул Басби. Тогда в их распоряжении окажется самый смертоносный мебельный гарнитур в мире. 3. Стул Басби – самая смертоносная мебель на планете. В мире существует немало вещей, овеянных мистическими, порой жуткими историями. Зеркала, приносящие несчастье, картины, вызывающие пожары, драгоценности, несущие семейные проклятия. Но ни один предмет не связывают с таким количеством смертей, как обычный деревянный стул, который хранится в одном из пабов небольшого британского городка Кригби. Жуткий предмет обстановки, который называют здесь стул Басби, подвешен к стене паба, чтобы обезопасить посетителей, желающих испытать судьбу. У заведения, которое с 1967 года называется «Сутулый Басби», нет отбоя от туристов, которые жаждут увидеть страшный предмет. Также хватает и смельчаков, которые требуют дать им посидеть на стуле, чтобы доказать абсурдность городской легенды. Но персонал паба не преклонен, так как им, как никому другому, известно действие старого невзрачного стула. История стула Басби начинается в далеком 17 столетии с появления в тихом провинциальном Кригби нового жителя Даниэля Отти. Этот далеко не бедный человек приобретает большую ферму на окраине, строит там новый большой дом и начинает жить жизнью обычного землевладельца. Но все это лишь прикрытие, так как Отти – опытный фальшивомонетчик, которому нужно спокойное место для его прибыльного и небезопасного дела. В подвале дома Даниэля расположился целый цех, который по ночам выдавал звонкие суверены и гинеи. Все шло отлично, пока Даниэль не взял в подельники местного малого, Томаса Басби. Парень хорошо справлялся со своими обязанностями, но его угораздило влюбиться в дочь Отти, Элизабет. Отцу девушки не слишком понравился такой ухажер, так как Томас был не только преступником, как и сам Даниэль, но и отчаянным пьяницей и дебоширом. Постоянные конфликты между напарниками привели к тому, что в ходе одного из споров Басби убил отца своей любимой и был настолько обеспечен, что его арестовали в тот же день. Тот факт, что Отти оказался преступником, не стал смягчающим обстоятельством, а то, что сам Басби был замешан в подделке денег, стало отягчающим обстоятельством. Согласно законам королевства, Томаса следовало повесить дважды, но пришлось ограничиться одной процедурой, которой и приговорил убийцу местный суд. В день казни у Басби традиционно спросили о его последнем желании, и любивший выпить преступник попросил дать ему опрокинуть стаканчик виски в любимом пабе. Желание было удовлетворено, и Томас занял свой любимый стул в заведении, в котором провел не один веселый вечер с собутыльниками.
Допив свой последний стакан, Басби, согласно городской легенде, воскликнул: «Сейчас я умру и не вернусь сюда больше. Но пусть сдохнет тот, кто решит сесть на мое место», после чего его отвели на городскую площадь и без лишних проволочек вздернули на виселице. На стул Басби никто не решался сесть более 10 лет, пока на него случайно не примостился проезжий трубочист, не знавший о проклятии фальшивомонетчика. Всего через день он упал с крыши и разбился насмерть, подтвердив этим дьявольскую суть злополучного стула. Бедняга стал первой жертвой проклятия, которое убивало беспечных посетителей паба, вплоть до относительно недавнего времени целых 3 столетия. В пабе «Сутулый Басби» ведут печальную статистику, записывая случаи, о которых удалось узнать. Картина складывается жутковатая. За столетия стул угробил немало приезжих, которые страстно желали проверить его действия. Несмотря на то, что стул отставили в сторонку и оградили, он без проблем собирал свою страшную дань. С середины 20-го столетия известно о многих смертях, связанных с этим предметом обстановки. 1967 год унес жизни 3 человек. Первыми погибли 2 летчика, которые, посидев по очереди на стуле Басби, вскоре разбились насмерть в одном ДТП. Затем умер флотский сержант, пожелавший удостовериться в том, что проклятый стул – это лишь городская байка. Моряк умер от некой болезни, но она так быстро свела его в могилу, что сомнений у сторонников легенды о Томе Басби не возникло. В 1973 году на стул присел командированный в Кригби строитель. Всего через 3 часа он повторил судьбу первой жертвы проклятия и упал с крыши. Вскоре за ним погибла некая Энн Коннеллатер, туристка из США, которая не поленилась пересечь Атлантику, чтобы убедиться в лживости владельцев паба и стула. Домой эта дама не вернулась, так как разбилась в отеле при обрыве троса лифта в день посещения сутулого Басби. Позже погиб молодой доставщик пиццы, куражившийся перед выпившими друзьями в пабе и демонстративно занявший стул висельника. На следующий день его насмерть сбил грузовик, вылетевший на большой скорости на тротуар. Водитель грузовика не мог объяснить, как произошло ДТП, и утверждал, что на несколько секунд полностью потерял контроль над своим автомобилем. Умирали из-за стула и работники паба. Точно известно об одном случае такой смерти. Уборщица, наводя порядок в зале заведения, случайно присела на краешек проклятого стула. Всего через несколько недель женщину убила злокачественная опухоль мозга. Нужно отметить, что фиксировались лишь смертельные случаи, которые происходили вскоре после контакта со стулом Басби, от получаса до месяца. Если рассматривать действие мебели в более долгосрочной перспективе, то ситуация может быть еще более удручающей, но увеличивается и погрешность. Возникает вполне логичный вопрос, почему проклятый стул, угробивший столько людей, попросту не уничтожат. Все владельцы паба в один голос утверждали, что не имеют морального права нанести вред реликвии, тесно связанной с небогатой на события историей Кригби. По их мнению, если любитель риска предупрежден о последствиях, то сидеть или нет на стуле – это его личный выбор. Но всем совершенно ясно, что все дело не в сохранении исторической ценности, а в прибыли, которую знаменитый стул приносит пабу с начала 18 столетия. Достопримечательностей в Кригби кот наплакал, а стул ежегодно привлекает множество туристов. Паб даже переименовали в «Сутулый Басби», чтобы гости города ненароком не пропустили его вывеску, на которой, кстати, изображен мистический стул. А на стену стул Басби водрузили в 1978 году после последней смерти посетителя. Тогда жертвой стала американская студентка Мелисса Долани, отмечавшая с друзьями в пабе свой день рождения. Воспользовавшись тем, что официант отвлекся, она переступила через шнур, которым оградили этот предмет, и уселась на него с бутылкой пива. Она просто была американкой, не придававшей никакого значения рассказам о всякой мистике, наподобие стульев убийц, призраков и чудовищ, считая все это глупостью.
Мы отмечали 18-летие Мелиссы. Скорее всего, спиртное придало ей храбрости. Она говорила, что плевала она на Тома Басби и его стул. Следующее, что мы все увидели, это смеющаяся Мелисса, которая открывала очередную бутылку пива, сидя на проклятом стуле. Так рассказала об этом случае подруга Мелиссы, Гейла Ганби. После веселой вечеринки выпившую именинницу убили бездомные собаки всего в 2 кварталах от сутулого Басби. Это переполнило чашу терпения, и стул разместили так, чтобы на него нельзя было сесть ни случайно, ни умышленно. Подвесили на стене паба. Чтобы перестраховаться, владельцы заведения также прикрепили рядом список с 60 известными им жертвами мебели, надеясь, что это избавит их от необходимости объяснять гостям, почему им нельзя посидеть на стуле Басби. Приближаться к стулу и трогать его руками, на всякий случай, также запрещено. Что можно сказать об этом проклятии с точки зрения современного, необремененного предрассудками человека? Допускать факт, что проклятый стул Басби на самом деле приводит к скоропостижной смерти, мы не будем. Вероятнее всего, в этом случае действует закон больших чисел. После первой смерти в 1702 году, когда на стуле посидел заезжий трубочист, на нем побывали седалища 1000 человек, которые желали испытать судьбу или порисоваться перед друзьями в пьяном угаре. Вполне вероятно, что 60 или 70 из них все-таки умерли вскоре по разным необычным причинам. Как мы видим, чаще всего люди погибали от несчастных случаев вскоре после ухода из сутулого Басби. Не мудрено, что похмельный трубочист свалился с трубы, злоупотреблявшие алкоголем летчики попали в аварию, а пьяную студентку ночью разорвали бездомные псы, посчитав ее легкой добычей. К сожалению, статистика стула Басби содержит только случаи смерти посетителей паба, но не упоминает тех, кто посидел на нем и счастливо продолжил жить дальше. В этом отношении злополучный стул схож с Бермудским треугольником, расположенным в одном из самых оживленных на планете районов судоходства. Тысячи яхт, танкеров и пароходов ежегодно пересекают его границы, но любители мистики знают наизусть лишь 1,5 десятка судов, затонувших в этом районе за последние 200 лет. Кстати, также существует мнение, что нынешний стул – всего лишь подделка и не имеет к истории с повешенным убийцей никакого отношения. Предмет и на самом деле выглядит подозрительно свежим для вещи, имеющей почтенный возраст и насыщенную историю. А как вы думаете, виноват ли в смертях людей стул, или все это лишь череда совпадений и маркетинговые уловки владельцев паба? 4. Как выглядит самая опасная кукла на всей Земле, она принесла несчастье многим. Как мы уже смогли убедиться, в мире есть вещи, которые пугают не только своим видом, но и историей. Куклы, одни из них, некоторые из них выглядят невинно, но если верить исследователям паранормального, внутри может скрываться нечто зловещее. Куклы становятся одержимыми. Они превращаются в проводников темных сил, принося беды тем, кто с ними сталкивается. Одна из самых известных – кукла Аннабель. Ее история началась в 70-х годах, и с тех пор она успела обрасти леденящими кровь легендами. Люди, связанные с ней, погибали при загадочных обстоятельствах, а те, кто осмеливался насмехаться над ней, расплачивались жизнью. Недавно новость о внезапной смерти охотника за привидениями Дэна Ривьеры, который возил Аннабель с собой, вновь напомнила миру. Эта кукла не просто экспонат. Она реально опасна. Все началось с обычной, на первый взгляд, тряпичной куклы Рейджди Энн. Ее купила в антикварном магазине мать медсестры Донны. Девушка взяла игрушку к себе в дом, но вскоре заметила нечто странное. Кукла двигалась сама по себе. То ее находили в другой комнате, то она меняла позу. Сначала Донна и ее подруга Энджи смеялись над этим, но вскоре смех сменился ужасом. Друг Донны, Лу, возненавидел Аннабель с первого взгляда. Однажды ночью он проснулся от ощущения, что кто-то душит его.
Перед глазами стоял образ куклы, сидящей у него на груди. Через несколько дней Лу обнаружил на своей груди 7 глубоких царапин, 3 горизонтальных и 4 вертикальных, будто от когтей. Но самое странное, раны исчезли через 2 дня, как будто их и не было. После этого Донна поняла, с куклой что-то не так. Донна пригласила медиума, чтобы разобраться в происходящем. Во время сеанса дух представился как Аннабель Хиггинс, 7-летняя девочка, погибшая в этом доме. Она просила оставить куклу, обещая, что не причинит вреда. Донна и Энджи поверили. Но это была ловушка. Сущность внутри Аннабель не была душой ребенка. Это был демон, который хотел завладеть телом Донны. Когда девушки это осознали, стало слишком поздно, кукла уже начала проявлять агрессию. Священник, которого позвали в дом, отказался даже заходить внутрь. Он посоветовал обратиться к экспертам по демоническим сущностям Эду и Лоррейн Уорренам. Супруги Уоррены провели обряд и забрали Аннабель в свой музей. Но даже они не смогли уничтожить ее. Куклу поместили в стеклянный шкаф, окружили крестами и святой водой, а на дверце написали «Не открывать», но защита не всегда работала. Однажды в музей пришла пара. Парень начал издеваться над Аннабель, стучал по стеклу и смеялся. Через несколько часов он разбился на мотоцикле. Его девушка, которая была с ним, чудом выжила. Он смеялся, вспоминая куклу. А потом просто потерял управление, рассказывала она позже. Дэн Ривьера, который забрал куклу из музея Уорренов и последние годы возил Аннабель по США, совсем недавно умер при загадочных обстоятельствах. Его нашли мертвым 13 июля 2025 года в отеле после выступления, на второй день пребывания тура в Геттисберге. Дэн представлял людям необычный тур «Бесы в бегах», в рамках которого рассказывал людям таинственные истории о паранормальном и представлял куклу. Однако это не продлилось долго. Перед смертью Дэн рассказывал, что чуть не погиб в аварии. После этого он стал еще осторожнее. Аннабель всегда была за стеклом, но это не помогло. В результате мужчину нашли мертвым в номере отеля. Официальная причина – остановка сердца. Но те, кто знал историю куклы, в этом сомневаются. 5. Адский кот, или почему главная угроза США – пушистая. Какая главная угроза национальной безопасности США? Ядерный чемоданчик? Торговая война с Китаем? Очередной политический скандал? Ответ, как ни странно, куда прозаичнее и одновременно куда жутче. И у него есть когти. Забудьте о благообразном призраке Авраама Линкольна, задумчиво смотрящем из окна, или о стуке трости Эндрю Джексона. Это все милые страшилки для туристов. Настоящий ужас, прописавшийся в Белом доме, носит куда менее респектабельное имя – демонический кот. И поверьте, его повадки куда ближе к филиалу преисподней на земле, чем к сентиментальным историям о неупокоенных президентах. Начнем с того, что прописан этот зверь не в овальном кабинете, а в куда более подходящих его статусу местах, в подвале и так называемом склепе. Маршрут у него, надо сказать, отработан до мелочей. Сперва перед оцепеневшим очевидцем появляется милый, безобидный черный котенок. Классика жанра, рассчитанная на потерю бдительности, а вот потом начинается шоу. Не успеет охранник или сотрудник умиленно протянуть кис-кис, как пушистый комочек на глазах раздувается до размеров пантеры, а то и тигра. Глаза вспыхивают адским пламенем, а из пасти лезут клыки, которым позавидовал бы саблезубый тигр. Цель – не просто напугать, а парализовать волю, ввести в ступор. И, судя по отзывам, у него это отлично получается. Откуда же взялся этот хвостатый полтергейст? История, как водится, банальна до безобразия. В 1800 году Белый дом и Капитолий, тогда еще свежепостроенные, атаковали полчища крыс. Проблему решили по-простому – завезли десант из десятков кошек. Когда грызуны были побеждены, котов-контрактников отловили и отправили восвояси. Всех, кроме одного. Один, самый упертый, решил остаться.
Навечно. И вот тут мы подходим к самому интересному. Действующие сотрудники секретной службы и персонал Белого дома на эту тему, разумеется, молчат как партизаны. Корпоративная этика, все дела. Но стоит им выйти на пенсию, как воспоминания льются рекой. Один от встречи с котом потерял сознание. Другой, особо впечатлительный, позже скончался в больнице от сердечного приступа. Третьи отделывались долго незаживающими царапинами. По коту, говорят, даже стреляли. Результат предсказуем, пули просто проходили насквозь. Спецэффекты, достойные Голливуда. Один из отставных охранников вспоминал, как январской ночью 1970-го столкнулся с ним в коридоре. Зверь вырос, поднял гигантскую когтистую лапу. Бедолага просто зажмурился и начал читать «Отче наш». Когда открыл глаза, никого не было. Магия? Или просто нервы сдали у служаки? Но самое пикантное – это не просто хулиганские выходки призрака. Демонический кот не просто призрак, он – вестник. Его появление, как утверждают знатоки, предшествует национальным катастрофам. Его видели накануне биржевого краха 1929 года, который вверг страну в Великую депрессию. Он мелькнул в коридорах незадолго до убийства Джона Кеннеди. Часто его замечают в смутные периоды передачи власти от одного президента другому. Этакий хвостатый барометр грядущих потрясений. «Постойте», – скажет скептик, – «а где же он был перед 11 сентября? Или перед ураганом Катрина? А вот тут, как говорится, информация засекречена». Официальная версия – его не видели. Неофициальная, которую шепотом пересказывают конспирологи, еще как видели. Просто секретная служба теперь строго-настрого запрещает делиться подобными наблюдениями. Чтобы, знаете ли, не вызывать ненужный ажиотаж в обществе. Логично. Зачем народу знать, что главный оракул нации – это демонический кот? 6. Феномен светящейся женщины из Италии. В сентябре 1934 года в Венеции, Италия, прошел очередной международный радиобиологический конгресс, на котором был зачитан доклад о необычном феномене, оставшемся в истории как светящаяся женщина из Пирана. Этот случай произошел с 42-летней женщиной Анной Монаро, которая в начале 1934 года попала в больницу Пирана. В те годы это была Италия, ныне это город в Словении. У нее диагностировали истощение от недоедания и астму. Началось все с того, что сначала другие пациентки, а затем и дежурившие по ночам медсестры стали замечать странное свечение над кроватью Анны. Казалось, что оно идет прямо от груди женщины. На это явление затем ходили смотреть врачи со всех окрестных больниц, но лишь дивились увиденному. После того, как медсестры убедились, что свечение не вызвано какими-то биологическими веществами, к примеру, мазями, и его происхождение в самом деле весьма загадочно, они позвали на помощь венецианского профессора медицины Фабио Витали. В рамках тщательного расследования феномена Витали в том числе провел в палате с пациенткой одну ночь и самолично наблюдал, как появилось свечение. В 22 часа 35 минут без каких-либо звуков внезапно появилось голубовато-белое свечение, которое, казалось, исходило из груди пациентки и освещало ее шею и лицо, позволяя разглядеть черты. Но этот свет не отбрасывал теней ни на подушку, ни на стену позади. Тут же женщина беспокойно зашевелилась во сне и застонала: «О Иисус, помоги мне!». Явление длилось всего секунды, и за это время мною была сделана фотография. Но когда фотография была проявлена, на ней ничего не было видно, писал Витали в отчете. Сразу же после этого он разбудил Анну Монаро и замерил у нее пульс, который оказался учащенным. Однако ничего другого необычного в ее состоянии не наблюдалось. Помимо Витали, с ним в ту ночь в палате находились и другие наблюдатели, и они тоже видели свечение. По просьбе доктора Витали пациентку доставили в больницу Рима для дальнейшего изучения феномена.
И там какое-то время множество маститых экспертов тщательно наблюдали за ее состоянием. Однако там она вскоре поправилась, астма у нее пропала, и уже никакого свечения после этого от нее не исходило. А эксперты, якобы к Анне Монара приходил даже знаменитый физик Энрико Ферми, так и не смогли найти отгадку этого явления. Это явление до сих пор вызывает множество споров как в медицинской среде, так и в паранормальной. Кто-то считает, что светиться могли какие-то необычные бактерии в груди Анны Монара. У нее был диагноз астма, то есть она кашляла, но, может быть, кашель был вызван чем-то иным. Другие предполагают, что это могла быть патологическая биолюминесценция, явление биологического свечения, характерное для многих живых организмов, но никогда не встречающееся у приматов и у людей, соответственно. Может быть, из-за истощения и астмы в организме Анны что-то, так сказать, сломалось, и часть ее клеток начала светиться? 7. Провалившаяся во времени на автомобиле, странный инцидент на шоссе. Данная история была много лет назад опубликована в американском журнале о паранормальных явлениях Strange Magazine, и некий Кенмо уверяет, что встречался с ее непосредственным очевидцем, который недавно скончался, и тот до конца своей жизни утверждал, что история совершенно подлинная. Итак, это произошло 20 октября 1969 года, когда этот очевидец с инициалами ЛС вместе с Чарли, своим партнером по бизнесу, ехали на машине по шоссе 167 к городу Лафайет, штат Луизиана. Был самый обычный осенний день, немного прохладный, но небо было ясное и погода хорошая. Шоссе было почти безлюдным, так что они сразу заметили впереди какой-то крупный автомобиль. Он ехал так медленно, что ЛС и Чарли очень быстро нагнали его и увидели, что автомобиль на вид очень старый. Как минимум ему было несколько десятилетий, скорее всего он был выпущен еще до Второй мировой войны. Однако их очень удивило, что автомобиль находился в великолепной сохранности для такого раритета. Чтобы оценить его, Чарли сбросил скорость, чтобы медленно ехать рядом с этим автомобилем и получше его рассмотреть. И тогда же они заметили на нем большой номерной знак с четко указанным годом 1940. Такие номера были очень необычными, если сказать незаконными. Разве что данный автомобиль был редким антикварным экземпляром или использовался в каких-то церемониальных пробегах. Когда они стали обгонять этот раритет по левому краю, они увидели, что за рулем находится молодая женщина, а рядом с ней на пассажирском сиденье сидел ребенок, скорее всего девочка. На женщине было теплое пальто с меховым воротником и шляпа с пышным пером, а на девочке толстое драповое пальто и кепка. И женщина, и ребенок были одеты настолько ретро, словно сошли с кадров довоенного черно-белого фильма. В 1969 году в США так никто не одевался, даже в отдаленных сельских районах. Причем они были одеты слишком тепло для слегка прохладной осенней погоды, скорее как будто для зимы. Когда ЛС обратил внимание на лицо женщины, то увидел, что она очень встревожена и напугана, если не сказать в панике. Она в отчаянии крутила головой по сторонам и постоянно оглядывалась назад, как будто кого-то или что-то потеряла или искала помощи. На ее лице было такое выражение, словно она сейчас заплачет. ЛС заговорил с ней и спросил, не нужна ли ей помощь, и она кивнула «да». Тогда ЛС попросил ее остановиться на обочине. Женщина на старом автомобиле начала притормаживать, и машина Чарли и ЛС оказалась немного впереди. И когда они через пару мгновений тоже затормозили и остановились на обочине, то обернулись и... Никакого ретро-автомобиля поблизости уже не было. Он как будто в одно мгновение испарился. Его нигде не было видно ни на дороге, ни по бокам. И там вообще нигде не было места, куда он мог бы скрыться за такое короткое время. Он просто исчез со своей водительницей и ребенком. Вскоре к ним подъехал другой автомобиль, не ретро, а самый обычный, затормозил рядом с машиной ЛС и Чарли.
Из него выскочил взбудораженный водитель и начал допрашивать их на предмет того, куда пропала другая машина. Оказалось, что этот водитель все это время ехал на небольшом отдалении за машиной Чарли и ЛС и видел, как они подъехали к старому большому автомобилю, некоторое время ехали рядом с ним, а затем обе машины начали притормаживать, и старый автомобиль оказался немного позади, а затем он просто исчез. Все это произошло на глазах водителя, и он не мог логически понять, что случилось. Он сначала подумал, что произошло ДТП и машина упала в какую-то канаву. Поэтому он и был так взбудоражен, когда подъехал к Чарли и ЛС, когда он своими глазами увидел, что тут нет никакой канавы и второго автомобиля реально нигде нет. Они все трое начали обсуждать этот странный инцидент. А потом еще целый час ходили вокруг этого места в поисках пропавшего ретро-автомобиля. В конце концов они поняли, что их здравомыслие подвергается серьезной атаке, и решили разойтись, обменявшись номерами телефонов на всякий случай. В последующие годы они не раз созванивались и все еще пытались понять, что произошло там на шоссе. По их мнению, возможно, они стали очевидцами случайного перемещения во времени. И что, может быть, эта женщина в их годы все еще жива и все еще помнит тот странный случай, когда она ненадолго попала в будущее, если она, конечно, поняла, что это было будущее. Может быть, она даже не просто проскользнула во времени вперед, но еще и переместилась из зимы в осень, судя по одежде. Скорее же всего, для нее самой все выглядело так, словно она не туда свернула и оказалась то ли в декорациях фильма, то ли она могла подумать, что заснула за рулем и ей приснился кошмар. 8. Огненные шары Наги – феномен реки Меконг, неразгаданный учеными. Огненные шары Наги, которые также называют огни Меконга и призрачные огни – явление, которое можно видеть над рекой Меконг, разделяющей Восточную и Юго-Восточную Азию. Тысячи людей наблюдают, как светящиеся сферы поднимаются прямо из воды в воздух на 100-200 метров. Достигнув высшей точки своего полета, они просто исчезают. Размером шары Наги могут быть как с мелкую блестку, так и с баскетбольный мяч. Появление шаров – всегда массовое явление. Правда, за ночь может появиться как несколько десятков, так и несколько сотен объектов. Местные жители называют огненные шары Пхая-Наку и считают, что их выпускают злобные существа Наги, обитающие в Меконге. Они похожи на людей большого роста, но со змееподобной нижней частью тела. Феноменальное явление можно увидеть в разное время, но чаще полет шаров связан с праздником Ванок-Пханса. Он завершает буддийский пост в конце октября. В этот день, ближе к вечеру, на Меконге можно увидеть множество украшенных цветами и фонариками лодок, наполненных подношениями. Чаще всего в лодке находится хаот – сладкое блюдо из клейкого риса в банановых листьях. Лодки плывут по реке всю ночь. Это символизирует избавление от жизненного негатива и исполнение заветных желаний. Дополнительно в небо запускают светящиеся бумажные фонарики. Да, перепутать их с огнями Наги невозможно, ведь они отличаются размерами, скоростью и яркостью свечения. Огненные шары появляются не на всей реке Меконг, которая считается 12-й в мире по протяженности. Это явление можно увидеть только на участке длиной 250 километров в Таиланде и Лаосе. Иногда можно услышать, что феномен видели на других реках, озерах и даже небольших прудах региона. Но эта информация, как правило, не подтверждена. Зато есть огромное количество фото и видео с Меконга, а также множество рассказов очевидцев. Попытки объяснить феномен. Далеко не все верят в магическое происхождение призрачных огней. Тайский биолог Джессада Диндуангбарипант отрицает и их отношение к природе. Он уверен, что светящиеся огни на фото и видео – это результаты выстрелов из ракетниц.
В Юго-Восточной Азии очень любят фейерверки, особенно в праздник Ванок-Пханца, когда угодны божествам. Многие считают, что шары – это выбросы горючего газа фосфина, образующегося в болотистой среде. Но ученые не знают, почему газ воспламеняется и его вспышки длительное время перемещаются по вертикальной траектории. Загадочности добавляет и то, что сферы появляются без звука, не издают запаха и не оставляют после себя дыма. Есть даже мнение, что это просто световое явление, совершенно нематериальное. Как бы там ни было, но огненные шары Наги – популярный туристический аттракцион. Турагентства устраивают специальные туры для желающих увидеть феномен. 9. Дьявольская карусель – необъяснимое явление, происходящее в океане. Ученые не без основания считают, что космос исследован лучше Мирового океана. Многие явления, которые моряки наблюдали столетиями, наука до сих пор не может объяснить. Одно из них – дьявольская карусель, грандиозное и пугающее зрелище, известное мореплавателям разных эпох и континентов. В Азии оно носило менее угрожающее название «Колесо Будды», но пугало людей не меньше. Кто впервые столкнулся с дьявольской каруселью и когда именно это произошло, точно неизвестно. Описания этого явления встречаются в античных источниках и средневековых летописях. Долгое время многие не верили в существование вращающихся кругов света на воде и относили рассказы о них к морским байкам. Морская байка или природное явление. Впервые явление было документально зафиксировано в 1879 году. Капитан британского военного корабля «Ястреб» по фамилии Эванс записал в бортовом журнале о странном свечении под поверхностью воды, которое видели десятки членов экипажа. Он даже написал в Адмиралтейство рапорт, но ему никто не поверил. Более того, Эванса пообещали наказать, если он продолжит распространять свои фантазии, и напомнили, что вольности в корабельном журнале строго караются. Эванс больше не вспоминал о кругах, но матросы «Ястреба» сделали эту историю известной. Все произошло безветренной ночью, когда парусник дрейфовал в Персидском заливе. Два огромных светящихся круга диаметром не менее 300 метров появились с правого борта. Всех, кто их видел, охватил панический ужас. Некоторые потом вспоминали, что также ощутили сильное давление на уши. Круги светились и вращались несколько минут, после чего начали бледнеть и исчезли. Сразу после этого все почувствовали облегчение. Когда о дьявольской карусели начали говорить в английских портах, выяснилось, что ее видели многие. В 1902 году судно «Форт Солсбери» прошло прямо по этим кругам в Гвинейском заливе. При этом экипаж судна также охватил страх. Некоторые также видели, как в стороне от судна из воды поднялся некий объект, окруженный огнями, и через несколько мгновений снова погрузился. В 1907 году моряки с судна «Дельта» столкнулись с каруселью в Малакском проливе у острова Калимантан. Помощник капитана четко исполнил инструкцию и зафиксировал события в журнале. Он записал, что видел лучи желтого цвета, которые вращались как пропеллер на поверхности океана. Длина каждого луча составляла не менее 300 метров. Дьявольская карусель и наука. Упоминали о дьявольской карусели и источники, которые трудно оспорить. Нечто похожее описал английский естествоиспытатель Чарльз Дарвин в своем знаменитом путешествии на корабле «Бигль». А в 1977 году в центре такого круга, радиусом 150-200 метров, оказалось советское научно-исследовательское судно «Владимир Воробьев». Случилось это ночью в Бенгальском заливе. Круг вращался не менее получаса, после чего начал уменьшаться и исчез. Ученые не стали упускать шанс и попытались исследовать явление. Они измерили температуру воды в зоне круга и взяли пробы. Оказалось, что океан в этом месте у поверхности был, как и в других местах залива, прогрет до плюс 26 градусов. В воде не обнаружили следов планктона
и других организмов, способных вызывать свечение воды. Так что ничего необычного замечено не было. До этого светящиеся круги объясняли наличием планктона, который собирается в определенных местах из-за подводных землетрясений. На сегодняшний день существует более 100 гипотез появления дьявольской карусели. Но ни одну из них нельзя назвать достаточно научно обоснованной, чтобы заявить о разгадке тайны. 10. Балансирующий камень Кумакиви. В глухих дебрях на юго-востоке Финляндии есть удивительное и в чем-то даже мистическое место. На огромном, вросшем в землю валуне покоится не менее крупный гранитный камень, причем площадь их соприкосновения столь мала, а угол наклона верхнего камня таков, что кажется еще чуть-чуть и верхний скатится с нижнего. Но он не скатывается, а как будто балансирует на краю пропасти. И даже если его подтолкнуть, не сдвинется с места. Это балансирующий валун Кумакиви, что в переводе с финского означает «странный камень». Настолько странный, что вопреки законам гравитации покоится в подвешенном состоянии на протяжении последних 11, а то и 12 тысячелетий. Появление Кумакиви ученые объясняют действием последнего плейстоценового ледника. Это, мол, ледник, расползаясь по суше, принес камень откуда-то с севера или с запада, возможно, из Швеции или Норвегии, расположенных в пределах так называемого Балтийского щита, массивного складчатого образования, состоящего из гранитов и гнейсов. Затем ледник стал таять, а камень остался на новом месте, причем в весьма необычном положении. Впрочем, научная версия происхождения камня устраивает не всех. Некоторые старожилы склонны больше доверять древним легендам. Они утверждают, что камень не просто странный, но и живой, что внутри камня загадочные пустоты и что по ночам из валуна раздаются звуки, похожие на тяжелое дыхание. Туристов же больше волнует не происхождение Кумакиви, а его живописный вид и уникальная способность держаться на острой вершине валуна подставки. Ведь участок соприкосновения двух валунов совсем мал. Гости этих мест фотографируются как на фоне чудо-камня, так и под ним. И сколько бы они ни старались давить на камень в разных направлениях, он не сдвигается и не отклоняется ни на миллиметр. Загадка Кумакиви до сих пор не разгадана, совершенно непонятно, за счет чего камень сохраняет равновесие. Это действительно очень странно. Валун имеет размер 5 на 7 метров, весит около 500 тонн, а площадь поверхности соприкосновения с нижним камнем – всего половина квадратного метра. Мистика. На этом я бы хотел закончить это видео с 10 жуткими тайнами мира, которые не разгаданы до сих пор. Ну и уже по традиции, для всех досмотревших этот ролик до конца предлагаю узнать бонусный факт. Глаза горы – мистический феномен в Тибете. В ночь на 8 октября 2004 года произошло полное лунное затмение. У священной горы в Тибете расположились на ночлег паломники из Бурятии. Среди них известный фотограф Вячеслав Киплюкс. Когда товарищи отдыхали, Вячеслав и его друг Евгений вышли из палатки и удалились от лагеря, чтобы поснимать звезды на ночном небе. Это одно из хобби путешественников. В этот момент они и стали свидетелями факта, который сложно назвать иначе, как мистикой. На стоящей перед ними горе внезапно вспыхнули два огромных огненных глаза. Несмотря на шок, Вячеслав сработал профессионально и успел снять светящиеся глаза горы. По возвращении в Улан-Удэ фотограф принес снимок в редакцию сайта «Новости Бурятии». Рядом со священной горой есть две абсолютно голые скалы, их называют защитниками Чинрезига. Внезапно на одной из них в кромешной тьме загорелись два огромных желтых глаза. Они словно осматривали долину своим взглядом, а затем их скрыл густой туман, неожиданно появившийся из долины. Мы с Женей стояли в шоке, живые горы. Эмоционально вспоминает Киплюкс. Эти глаза видели еще 5 человек из нашей группы.
Они сидели в ночной медитации возле лагеря, но фотоаппараты с собой не взяли и не смогли запечатлеть это чудо. Организатор паломничества полагает, что это один из духов-защитников горы, ощутивший присутствие чужих рядом, словно проверяющий территории, которую защищает. Не знаю, что это было, но глаза были живые, уверен, как и все его спутники, Вячеслав. Когда рассвело, мы попытались рассмотреть на скале хоть какой-нибудь источник света, причину того, что видели ночью, но ничего не нашли. Вот такими у нас получились 10 жутких тайн мира, которые не разгаданы до сих пор. На экране вы можете увидеть несколько комментариев из предыдущего ролика. Надеемся, вам понравился материал, который мы собрали для вас. Оставляйте комментарии, ставьте лайки, делитесь своим мнением о ролике, предлагайте темы, которые вы хотели бы услышать в новых видео. Все это очень важно для нас и позволяет продолжать радовать вас новыми, надеемся, еще более интересными видео. Отдельно хочу поблагодарить всех зрителей, поддержавших наш канал материально в это непростое время. Их имена вы можете увидеть на экране вашего устройства прямо сейчас и в описании ролика. Благодарю за просмотр этого видео и прошу подписаться на канал Книги, Истории, Факты, поставить лайк, нажать на колокольчик и выбрать все уведомления. Вам наверняка понравится. Я расскажу еще много интересного и познавательного. Прошу при возможности помочь каналу, заглянув в описание этого видео и поддержать любым удобным способом. Ваши комментарии, лайки и то, что вы делитесь нашими видео в самых разных социальных сетях и мессенджерах, помогают развитию нашего канала и позволяют понять, что прилагаемые нами усилия не напрасны.